тюрьме штата Техас заключенный по имени Маркус Рид ожидал казни. До конца оставалось всего 3 суток. Он не просил пощады и не утверждал, что невиновен. Но его последняя просьба заставила тюрьму замолчать. Она нарушала все правила. Исправительный офицер Сара Коллинз служила в тюрьме Хантсвилл уже больше 10 лет. Ее уважали за честность и жесткость. Заключенные знали, что она справедлива, но непреклонна. Сара выросла в семье полицейских. Отец – сержант, брат – рейнджер. Справедливость была ее жизненным принципом. Когда Сара узнала, что ей поручили сопровождать Рида в последние дни, она не ожидала ничего необычного. Маркус был осужден за убийство молодой женщины во время ограбления в городе Бамонт. Улики были неопровержимы: отпечатки, драгоценности, свидетели. Он признал вину и не стал подавать апелляций. Но за несколько дней до казни Сара заметила в нем нечто другое. Он был спокоен и даже вежлив. На 2-й день он попросил поговорить не как заключенный с охранником, а как человек с человеком. «Я хочу рассказать вам о женщине, которую убил», — тихо сказал он. Ее звали Дженнифер Кроуфорд. Учительница, мать 2 детей. Я думаю о ней каждый день. Он признался. В ту ночь был под кайфом, ворвался в дом в поисках денег и случайно выстрелил, когда хозяйка спустилась вниз. Сара слушала молча. Но потом Маркус добавил то, что изменило все. «Я был не один», — произнес он. В доме был еще один человек. Его так и не нашли. Он достал письмо. «Я хочу, чтобы вы передали это семье Дженнифер. Там правда. Им нужно знать». По правилам Сара не имела права общаться с семьями жертв. Но прочитав письмо, она поняла. Речь шла о Винсенте Хьюисе, наркодилере, который спланировал ограбление и остался на свободе. В письме были имена, адреса, детали, слишком точные, чтобы быть выдумкой. Сара не спала всю ночь. В ее голове боролись долг и совесть. К утру она приняла решение. «Я сделаю это», — сказала она. «Я передам письмо». Через несколько дней Маркус Рид был казнен. Его последние слова были извинением перед семьей Кроуфорд. После похорон Сара, взяв выходной, поехала в Бамонт и постучала в дом Дэвида Кроуфорда, вдовца. Он сначала отказался слушать. Но когда она объяснила, что речь идет о новой информации, он взял конверт. Читая письмо, побледнел. «Винсент Хьюис», — прошептал он. Он работал в школе, где преподавала Дженнифер. Она жаловалась, что он слишком навязчив. Дэвид пообещал, он не оставит это так. И сдержал слово. Он пошел в полицию, нанял частного детектива. Расследование вскоре вывело на след Хейса. Тот жил под чужим именем в Луизиане. В его хранилище нашли украшения, похищенные в ту ночь. ДНК и отпечатки совпали. Через 17 лет после преступления Винсент Хьюис был арестован и осужден на пожизненный срок. История офицера, нарушившей протокол ради правды, прогремела по всей стране. Сара Коллинз была временно отстранена, но общественность поддержала ее. Тысячи людей писали, что именно такие офицеры нужны Америке. Она сохранила работу и помогла основать фонд справедливости имени Дженнифер Кроуфорд, который помогает семьям добиваться возобновления дел и искать правду. Сара понимала, законы важны, но настоящая справедливость требует мужества. Иногда поступить правильно значит нарушить правила. Один человек не смог спасти себя, но спас правду. Другая рискнула всем ради справедливости. И благодаря им семья получила покой, а мир — напоминание. Истинная справедливость живет в тех, кто не боится поступать правильно.